Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GuardUA. Перед тем, как мы сейчас полноценно погрузимся в катку, хочу сыграть с вами в одну игру. Напишите мне в комментариях, какая сегодня будет сборка. Подсказка — это для вас превьюшка. Вот то, что будет на превьюшке, соответственно, напишите в комментариях, какая же будет у меня сборка. Ну, вот как спойлер, грубо говоря. И хочу сказать следующее. 50 лайков под этим роликом, и я вам запишу Драгонайта Керри мейнового через, соответственно, наверное, вот эту вот новую имбалансную реликвию Маморы. Гнездо Маморы. Я думаю, это будет прикольно. Мне даже самому интересно попробовать, как это будет Драгонайт в тройку и через Гнездо Маморы. Я думаю, это будет прикольно. Гнездо Маморы на самом деле такая максимально сломанная реликвия, что просто диву даешься. Почему она сломанная? Потому что, если, смотрите, вам она падает на 10 уровне, у вас какая-то хорошая фиолетовая фигура падает. То есть, допустим, антимаг, манки кинг, рыжий лис, кто, котел там еще такой. То есть, хорошая фиолетовая фигура. Лондруида я сюда не беру, хотя Лондруид тоже классная фигура. Но есть намного импактнее и имбаланснее. И вот, вы получаете Гнездо Маморы. Если вам более-менее повезет, то к 20 раунду, ну ладно, к 25 раунду у вас будет тройка фиолетовая фигура. Извините меня, тройку фиолетовую фигуру, дай бог, хотя бы к 35-му плюс Ого, к 35-му плюс раунду собрать. Дай бог, дай бог. Но... Блин, я неправильно сделал только что. Ну, дурак. Ну, вот просто дурак. Пока пытался вот сказать вам вот этот кусочек фразы, я взял, продал Луну. Я специально под нее брал вот эту вот палку-выручалочку. Да. Короче, Гнездо Маморы. Это сломанный предмет, точнее, сломанная реликвия, не предмет все-таки. Хотя можно и предметом, я думаю, назвать. Что думаете? Я думаю, можно и предметом называть все-таки эту реликвию, но в целом, короче, на 10 раунде вам падает Гнездо Маморы, вам потом падает какая-то хорошая фиолетовая фигура, допустим, Манки Кинг, либо же Антимаг, что еще хуже, потому что Антимаг — это намного более универсальная фигура, чем тот же Манки Кинг. Почему? Ну, я уже не раз показывал, что этот Антимаг слишком сломанная фигура в этом патче. Ему нужно всего лишь чуть-чуть, чтобы разваливать всех и вся. И скажу так, иметь фигуру фиолетовую в тройку к 25 раунду, это довольно-таки жестко. Жестко, потому что, ну извини меня, ну... Ты в обычной, самой классной игре с халявными роллами через механизмов не сможешь ее собрать в тройку. Вот реально, к 35-му, даже там, к 40-му раунду, дай бог, соберешь фиолетовую фигуру. И то не факт. И то не факт, потому что в основном Болтяру 28 вы соберете, а не фиолетовую фигуру в тройку, даже на 10 уровне. По крайней мере, это мое везение, и я говорю чисто из своего опыта. Так вот, сломанная реликвия. Взяли, поставили фиолетовую фигуру классную и выносите всех и вся к 25-му, к 30-му раунду. Просто вот без единой проблемы, просто даже без угрызений совести какой-либо. Вот, вот. Как же поступить? У меня есть идея в голове, но я хочу, знаете, сделать такой замысловатый старт, чтобы вы сразу не поняли, что же это будет за сборочка. Не, ну вот Старлаки вообще ему классно. Две фигуры в двойку, причем какие еще? Ну ладно, Клокверк еще такое более-менее, но Тинкер в двойку. Неплохо, неплохо. Хорошо чел живет. Ну, красиво жить не запретишь. Бог. Он еще и ко мне пришел. Ты серьезно? Я шибу. Лина, давай кастуй, не подведи меня. Молю, не подведи. Да. Лина-то закастила, окей, к ней вопросов нету. Хотя не, к ней вопросы есть. Она закастила и не ваншотнула. Все, вот этот вопрос к ней. Опа, Трентик. Опа, Трентик. Он, в принципе, заходит в мой билд, который я хочу попробовать сделать. Не хочу палиться, не хочу спойлерить. Ладно. Говорить я об этом точно не буду. По крайней мере, я постараюсь, пока что уже не будет слишком очевидно, что я же, конечно, хочу собрать. Но я все-таки жду ваши догадки в комментариях. Очень же мне интересно. И, кстати, хочу сказать, что сегодня в 6 часов вечера по киевскому времени будет стрим, если ничего не поменяется. Соответственно, в телеграм-канале я буду писать о том, что будет стрим, не будет стрима. Поэтому, кто не подписан на телеграм-канал, обязательно подпишитесь. И там будет вся информация по стриму и тому подобное. Будет он или не будет его. Но в 95% случаев это он будет. Почему? Ну, потому что я уверен, что он будет. Единственное, там, не знаю, какие-то сверхмоменты могут какие-то произойти, и тогда он точно не будет. Вот, кстати, Жрица Света такая имбалансная фигура. Бог ты мой. Ее в этом патче сделали довольно-таки
ну, вот спорная немножко. Почему... А можно всегда так будет приходить тренд в двоечку. И желательно пораньше. Вот на раунде так четвертом, пусть он мне приходит в двойку, а лучше в тройку. И тут мне должен кто-то в комментариях написать: и губозакаточная машина тебе с болтом на 28, а не в тройку фигуру. Тут, кстати, тайд есть. Можно еще попробовать тайды реализовать. В принципе, против магов здесь будет довольно-таки, ну, 50 на 50. И просто играть, и не совсем. Но... Я, кстати, не знаю, гоблина-убийцу я пока что оставлю, но в целом я его бы хотел продать. Вроде бы из всех противников, которые сейчас есть там, никто не должен составлять мне проблемы. Кстати, вот когда вам приходит тренд в двойку со старта, ребят, очень сильный персонаж до сих пор. Вот реально сильный персонаж. Есть еще сильнее персонаж, это вот эта вот богиня, жрец. А так можно было? Почему? Вот у меня совершенно иная идея в голове, а мне приходит рыжий лис на 8-м раунде. Хотя у меня в голове совершенно иная сборка. Как так происходит? Кто мне там подмешивает что? Вот знаете, закон подлости, когда ты хочешь сыграть на конкретном билде, на конкретной интересной сборочке, она тебе не будет приходить. Вот не будет и все. Вот хоть, не знаю, все иконы мира расставь вокруг себя и поклоняйся им, там свечки позажигай. Без толку. Без толку, потому что не придет. От слова совсем. Вот нет. Вот и все. Нет и все. О, Monkey King, понял, кому-то рыжий лис, кому-то Monkey King. И вот на самом деле, на такой стадии игры я еще скажу, что Monkey King это такая себе фигура. Вот. Ну, она не сильно импактовая, когда она в единицу. Но понимание того, что здесь есть гнездо Маморы, я могу лишь сказать следующее. Слава богу, что не все игроки шарят про гнездо Маморы. Потому что если бы все игроки шарили про гнездо Маморы, то я бы локти кусал за то, что они знают про это. Потому что мало кто юзает гнездо Маморы как надо. Некоторые берут гнездо Маморы и апают фигуру в двойку максимально. Вот просто берут фигуру в двойку и сразу продают это гнездо Маморы. Зачем? Зачем так делать, я не понимаю. Вот серьезно, у меня даже догадки в голове нету никакой, зачем они так делают. Вот напишите в комментариях, что думаете вы по поводу того, что как только фигура в двойку апнулась, сразу продать это гнездо Маморы и не реализовать ее полноценно в тройку. То есть многие делают так, очень много людей, я замечаю, делают именно так, хотя вы засунули туда фиолетовую фигуру, и извини меня, ты чуть ли не халявную тройку себе получаешь фиолетовую фигуру, причем нужную. Вот у человека есть Monkey King. Не дай бог ему упадет гнездо Маморы, и не дай бог он засунет Monkey King. Ой, сори. Я и фигуры покупаю одновременно, и мысли пытаюсь озвучить, и немножко запутался. Ну, ничего страшного. Кстати, можно немного богов поставить. Можно продать сейчас этого рыжего лиса. Хотя нет. Хотя да. Блин. Зачем я... А, ну у меня все равно нету как бы еще одного этого, как его там. Еще одного волшебника нету, чтобы я взял сразу поставил себе фуловых богов. Если бы у меня был еще один волшебник, то в принципе можно было бы выйти из инкама, поставить себе на 7 уровне 4 бога и 3 механизма. Я думаю, мне бы достаточно было слотов. А ну давайте посчитаем сейчас. Раз, два. А, не хватило бы. Тогда надо было бы 8 брать, да, получается. 4 плюс 3. Ну да, надо было бы 8, либо же оставаться без трента. Хотя тренд мне делает, по сути, всю игру сейчас. Ну ладно, ничего страшного. Даже так, ничего страшного. Даже 2 богов мне будет с головой хватать, если их поставлю. Так, пока скупаем. Так, яичко. Опа, Чирик пришел, тот персонаж, который мне нужен. Ладно, я уже начинаю палиться. Давай, реликвия. Чтоб ты долго жил. Но я возьму эту косу. Возьму эту косу, потому что она дает опыт. И я сейчас в своем столе настолько уверен, что я буду побеждать, что... Кстати, рыжевлисы я, наверное, буду продавать уже. Короче, я в своем столе настолько уверен, что я беру эту косу.
Теперь смотрите, каждый раз, когда я буду на вражеском столе побеждать, я буду получать 4 опыта. Каждый раз, когда я буду побеждать на своем столе, я буду получать 2 опыта. Но у меня стол настолько сейчас сильный, что я в своей силе максимально уверен, что у меня никаких проблем у меня не будет от слова совсем. Во-первых, у меня есть тренд в двойку, который хилит. У меня есть резак в двойку. Да и тем не менее, у меня есть даже рыжий лис. Так вот юзаем. Я на всякий случай перестраховался сейчас первым раундом, потому что, ну, мало ли бог рандома там какую-то тему замутит нездоровую, и я откисну. Поэтому лучше, знаете, вот, короче, дам совет. Дам совет, такой лайфхак небольшой. Если вы получили эту косу, то не юзайте ее сразу. Сначала посмотрите свой первый раунд. Если у вас, соответственно, раунд там подходит к концу, и вы видите, что вы выигрываете, юзайте эту косу. Как только вы ее юзнете, вы получите халявный как бы, опыт. Плюс 2. Лишним не будет, это если на своем поле. Либо же плюс 2, если вы на вражеском поле. Круто, круто. Лайфхак есть, все замечательно. Мне не нравится то, что здесь есть охотники. Вот это вот, кстати... Ладно, уже можно палиться. Ну, я думаю, уже многие догадались, что у меня будет за билд. Во-первых, превьюшка подсказка, во-вторых, фигуры, которые я уже начинаю покупать. Все уже как бы догадались то, на чем я буду играть. Я буду играть на жрецах. Я считаю, что жрецы в этом патче сейчас играются как просто такая конфетка, бог ты мой, ну просто, ну, песня. Такая песня, чтобы, ну, не передать словами. Я думаю, ну, мало, конечно, сейчас встречаются жрецы, но я думаю, после этого ролика, если он достаточно соберет лайков и достаточно соберет просмотров, то меня будут все проклинать в лобби. Абсолютно каждый меня будет проклинать, потому что в лобби будет этих жрецов опой жуй. Не буду говорить полностью слово, но я думаю, догадались, что их будет очень много. Настолько много, что прям диву даешься. Кстати, гоблинов уже можно продать, в принципе, они не нужны. О, мертв двойку. Но есть еще одна синергия, которая попадается очень часто в катках, это охотники. Легко собираются, непривередливых предметов, сорвали 6 охотников, пару тычек, ну не пару тычек, там много тычек сработало, все, вы выносите почти все столы. Вот охотники сейчас это самая простая синергия. Проще некуда. Ну, еще проще это, конечно же, то, на чем я сейчас хочу сыграть. Это боги-жрецы. Боги-жрецы, это прям, не знаю, я кайфанул от них. Я какую катку играю на богах-жрецах, и в этом патче они чувствуют себя замечательно. Поэтому, ребят, если кто-то раньше не играл на богах-жрецах, потому что были как бы гритеры, там были инсектоиды, шаманы и тому подобное, то сейчас на жрецах самый сок играть. И дело не в том, что даже там, знаете, вам там жрец в тройку придет, не придет, там, ну кто-то еще, ну, короче. Дело в том, что вот эту жрицу я опять Марса скипнул. Серьезно? Ты, ну, совсем мозгами не думаешь, Саня? Ты сейчас серьезно? Какой ты гений. Кстати, никому, походу, в гнездо Мамора не упало. Прикиньте, есть, ну, гоблин, кстати, сумка Пандамана классная. Метаморфоз классный. Вот, короче, сумка Пандамана очень жесткий предмет, потому что вы на 6 уровне можете фигуру за одну монету покупать, грубо говоря, чуть ли не бесплатно, по-моему, бесплатно даже. Да, по-моему, бесплатно. Если что, короче, ребят, поправьте меня в комментариях, я этой сумкой редко пользовался. Ну вот вам, ребят, без смс-регистрации смотрите, что сейчас будет со мной против охотника. Вот, я напомню, у этого охотника шмоток почти нет. У него единственное, что это у него 3 двойки есть. 3 двойки, а у меня довольно-таки плотный стол. Но посмотрите, сколько тычек сработало. И он у меня просто винстрик 7 забрал. Вот кому-кому, но охотнику я не хотел отдавать как бы свой винстрик от слова совсем. Уж больно дорогого мне будет это стоить. Тролля, если что, жреца я не беру, он мне не нужен. Сейчас дайте секундочку времени, я продолжу свою мысль по поводу богов-жрецов. Как-то так сделал. Короче, сейчас играть на жрецах это прям имбалансно, это прям сочно, это круто. Почему? Потому что есть богиня. Вот эта вот богиня, ее огромный минус в том, что она кидает отхил не на своих, а она кидает на вражеские фигуры. То есть вы думаете, что она кинет на своего там отхил, и в радиусе вы будете хилиться от своего, но нет. Вот обратите внимание, куда она сейчас кинет свой хил. Ну, если, естественно, успеет ману набрать. Но я думаю, успеет, поэтому обращайте внимание, куда она сейчас кинет свой хил. И это ее самый огромный, дичайший минус. То, что она кидает свой хил на вражескую фигуру. Не на свою, а на вражескую. Зачем так сделали? В душе не понимаю. Может ради баланса, может нет. Вот видите, куда хил кинулся? Куда кинулся? Зачем кинулся? Почему кинулся?
Одному лишь богу рандома известно и разработчику. Опа, апгрейд. Апгрейд пришел, и инвестиция пришла. Инвестиция в виде NC. Замечательно? Конечно. Боги у меня немножко есть, это у меня есть, это у меня есть. Так, что мне еще надо? Предметы на ману мне нужны. Предметы на ману мне нужны по-любому. Как-то так сделаю сейчас еще расстановку. Инчу я пока что оставлю, она мне деньги должна. Она мне должна деньги. Сюда. Плюс 50 мана это лишним не будет. Я ее буду закидывать вот так вот в жрицу. Так, может что-то упадет еще? Давай, давай, давай. Блинк это классно, но юзать я его не буду. Я объясню сейчас свою точку зрения. Боже, лучше взял блинк. Лучше бы я взял блинк. Смотрите, сколько хилит. Смотрите. Вот. Жестко, да? Мало ли того, что у меня тренд хилит, так еще и жрица. Я ее соберу сейчас под 4 богами, у нее будет бескидешный хил, а дай бог я ее соберу рано в тройку, то там вообще будет такая песня, что просто диву даешься. Там, кстати, один молодой человек реликвию до сих пор не взял, и это меня немного смущает. Но мне в любом случае все равно, я буду брать уровень, я буду брать друидов апать. Было бы еще круто, если бы ко мне тренд пришел. Вот было бы вообще замечательно, чтобы ко мне тренд пришел. Кто пришел бы сейчас тренд мне в тройку, то у меня бы игра еще лайтовее была. Но пришел бы ко мне какой-то охотник обоссанный и обоссал бы меня сверху. Вот как ты хочешь сыграть со мной, да? Вот помните, в начале ролика я сказал о том, что есть закон подлости. И вот этот закон подлости в полном соку. Вот, скажем так, в максимальном своем проявлении. Вот, ну, смотрите, как хилит. Смотрите, как она хилит. Это же дичайший хил. Дичайший. Ну, падло. Только не скажи, что я сейчас откисну из-за этого. Нет? Ну ладно. Смотри мне. Смотри мне. Не откись и хорошо. А то у меня зуб наточен. Смотри. Грызану так, что мало не покажется. Вот тетя-дя. Вот тетя-вот апгрейд. Жалко, что больше ничего нету такого. В принципе, я скоро механизмов буду продавать. Мне бы на самом деле поставить фуловых богов, чтобы хил чаще оставался, чтобы тренд чаще оставал свой хил, чтобы, в принципе, резак чаще крутился. То есть, все делалось чаще. Не нравится мне то, что... Вот... Ладно. Окей. Я тебе отомщу. Поверь, ту сборку, которую я тебе покажу, тебе не поможет ничего в этой же игре. Единственное, что может тебе помочь, это рапира. И то я сомневаюсь. Ну, ладно. Я буду играть через богов-жрецов. Единственное, что тебе может помочь, это рапира и медальон первого тира. Все остальное тебе не поможет от слова совсем. Я тебя уверяю в этом. Не поможет. Вот не поможет и все. Готовься. Я тебя запомнил. Он еще, кстати, походу играет через реликвию гоблина. Ну ладно, это такое. Это такое. А нет, стоп. Он там поменял свой билд немного. Кстати, один чел сейчас вылетит. Ну вот, охотник топ-1 держит сейчас, имеет винстрик 7. Ничего в себе не отказывают. Чего? Боги, ведьмаки, что? А ну-ка объясните мне в комментариях, что он там такое собрал интересный. Я впервые такое вижу. Ведьмаки, боги. Ну, единственный вариант, который я вижу, это он хочет сыграть через SF. Кстати, пока-пока. Я надеюсь, что я вот так вот вынесу того молодого на... Неплохо. Мне надо ролиться. Сейчас 20 раунд будет. Мне уже нужна фигура та, которая мне надо. Это орк-жрец. Он кровь из носа, но мне необходим. Поэтому я сейчас буду ролиться. Или 9 взять. Раз я уже чуть-чуть уровень взял. Можно 9 взять, попробовать. Странный он какой-то там билд делает. Он себе собрал ТБшку в двойку. Он собирает себе СФа. Единственное объяснение, которое я могу придумать, сказать, это он хочет себе через СФа играть. Но зачем тогда он ТБ берет? Для чего? Для каких целей? В чем прикол? Короче, непонятна мне эта логика.
Если ты меня посмотришь с субкьюбой, то напиши мне в комментариях, какая была логика, чтобы собрать вот богов, ведьмаков и керрить СФ. Я не могу сложить 2 плюс 2, поэтому я надеюсь, ты мне ответишь. И я хотя бы хоть пойму логику. Ладно, я беру уровень. Так, я надеюсь, что мне сейчас реликвия упадет. Да! Прекрасно. Замечательно. Отлично. Шикарно. Так, теперь мне осталась фигура, это орк-жрец. Кровь из носа необходимая. Ой, кровь-жрец, хотел сказать. Орк-жрец мне необходим. Кровь из носа необходим орк-жрец. Как же поступить? Вот как поступить? О, мана плюс 50, отлично. Блин, ну... Тайда я запихивать туда не хочу. Хотя на самом деле можно было бы и Тайда запихнуть. Но у меня ж идея другая. Я, наверное, сейчас возьму 9 уровень, буду ролиться. Или... Ладно, Тайда я продам пока что 51 монета. Мне почти 9 осталось взять. Потерплю, наверное, немного. Сейчас посмотрим по ситуации. Будут слишком бить по лицу, соответственно, ситуация меняется, и я буду перестраиваться. Гранд Геральда возьму, может, в двойку соберу. Вот я реально не понимаю, боги, ведьмаки, что-то необычное такое, прикольно. Но надеюсь, он меня посмотрит, и он мне даст ответ в комментариях, что это, конечно, за сборка у меня такая была. Какая суть, какая идея была в этой сборке. Так, отлично. Вот это сюда. Так, взяли уровень, все, погнали. Надо ролиться. Я чувствует мое сердечко, что нужно ролиться. Вот чувствует. Так какой... Отлично. Шикарно, замечательно, прекрасно, отлично. Все, контент пошел. Контент пошел. А теперь можно и на инкаме посидеть. При деньгах, на инкаме, ну вот, конечно, охотникам. Плевать на то, что я там сижу в инкаме, на деньгах, вообще. БКБ нашел? Что? Интересненько. А, я его вынес. Или нет? А, да. Замечательно. Прекрасно. О, вот это да. Надо ставить, наверное, 4 бога. Неплохо. А начало-то мне уже нравится. Ладно, пока так поиграем. Драконы-ведьмаки, кстати, тоже собираются. Вот Орион пытается забрать себе ТБшку через драконов. Зачем? Тоже немного этот момент непонятен. В общем, сейчас, ребят, секунду, я тут доделаю. И я поговорить хочу немного по поводу богов-жрецов. Расскажу плюсы-минусы. И надеюсь, вы такое юзать не будете против меня. Вот очень надеюсь, что вы не будете это против меня юзать. А, тут же Свен есть. Тю, я думаю, почему он хочет против меня как бы... Точнее, почему он хочет собрать именно этот билд, а не какой-то другой. Ну, Тренд, приди. Отлично. Yes. Наныл. Ух, усиление наныл. Мамора, конечно, один раз апнулась всего лишь. В принципе, я могу и так постоять пока немного. А ну, сейчас попробуем так немного. Надеюсь, я ошибку не совершил. Оцените этот отхил. Оценить это нереально, это невозможно, это круто. Это слишком больно, это слишком мощно. Прикиньте, в эру, когда артефактов минимум, вы даже не можете себе позволить купить взгляд Азеса. Вы не можете потратить себе лишние роллы. Вот не можете и все. И вот вдумайтесь на мгновение.
В эру, когда вы в действительности не можете себе позволить купить третьего тира предмет для ТЗС, который бы поконтрил весь этот отхил. И то, я уверен, его было бы недостаточно. Прикиньте, жрица света, которая в тройку и довольно-таки рано. Гнездо Маморы как-то очень туго идет. Прошло 4 раунда, у меня гнездо Маморы только на один раз апнулось. Сломанный слишком этот предмет, точнее реликвия. Слишком сломанная реликвия, слишком. Я, кстати, вот этот рок войны оставляю по-любому. Ману плюс 50, я думаю, тоже оставлю по-любому. И мне нужно будет Некра третьего тира. Некромикон и рефрешер мне нужен третьего тира. Я буду играть через Чена. Будет у меня боги-жрецы, Чен керри. Ничего себе, мой это в тройку. Неплохо, неплохо. Вот в обычной бы игре я обрадовался бы этому кристаллу, я бы обрадовался этой цепочке, но это необычная игра. Ой, ладно. В принципе, дальше берем уровень. Я, наверное, попробую рольнуть, а ну, чё в целом? Ну, в целом, кстати, неплохо. Вот так вот сделаю, наверное. А это кольцо я возьму. Оно агрит на себя, 120 урона я дефаю, плюс хп реген какой-никакой. Чего? Рапира? Серьезно? Хм. Не, ну в принципе, отставить панику. Отставить панику, потому что я его смогу вынести. У меня же будут жрецы, а у него пока что нет медальона. Но зато у него есть рапира. Рапира, кстати, овермощная. Ёлки-палки, мне жрицу снесли. Жестко. Но хп у меня пока позволяет брать уровень. Мне нужен 10. Мне нужен 10, потому что здесь есть легендарный жрец. Он мне нужен. Я, кстати, возьму так, сделаю. Вот да. Все, теперь контент пойдет. Вот теперь пойдет контент. Вот теперь им пасочки. Все, они даже ничего сделать не смогут против меня. Все. Молитесь, ребята, молитесь. Ну, наверное, 4 бога надо поставить. Трента, конечно, круто. Но 4 бога, я думаю, круче будет. Вот так вот еще, кстати, сделаю. Только кристалл маны отдам тебе. И вот так вот сделаю. Ну-ка, ну-ка. Так, охотники. Двоих взял под контроль, нормально, расстреливаем. Работаем, работаем. В общем, перейдем к минусам и плюсикам. А можно еще жреца вот этого? И 2 жриц света. Вот на самом деле, если пришло мне еще 2 жрицы света, я бы мог поставить и Трента в тройку, и поставить бы жрицу... Это сейчас рофл какой-то? Я только недавно говорил, что его может спасти это только рапира. По итогу находит чел на охотниках себе эту рапиру, просирает ее. Ну, я, в принципе, жреца нашел. Надеюсь, конечно, что Чен ко мне придет довольно-таки быстро в тройку, хотя он что-то как-то не спешит апаться, я смотрю, только 2-звездочный. В общем, у меня есть огромная проблема. Проблема в том, что там у чела есть рапира. Это самая огромная проблема, которая только может быть. Да, у меня есть предмет второго тира, это возвратка, которая возвращает 50% чистого урона. Есть еще один огромный минус, тем не менее. Ну нет, Кисай, ну живи. Давай, давай, давай. Хорош. В общем, есть еще один огромный плюс. Это то, что у меня есть жрец в тройку. Тем самым я смогу его антимага взять под контроль. И дай бог мне повезет, я выбью у него рапиру. Но тоже, я эту рапиру никому не смогу дать, пока не буду уверен в том, что я смогу выносить их без единого шанса. Но пока у этого молодого чувака... Боже, он еще 2 легендарок себе нашел. Пока у него есть рапира, у меня есть сжатие в заднем проходе. Можно пруд поставить, он погнется там. А еще, кстати, Террор Блэд, когда перевоплощается, он теряет контроль от жрецов. Вдруг кто не знал. Ладно, 4 бога играем. Чен, молю, быстрее приди.
Молю всеми богами, которые только есть. Самого главного бога молю. Бога рандома. Бога рандома молю. Невероятного молю. Я самый буду этим жестким... Как его там зовут? Боже. Отлично. Троечку одну стырил. Воюй против себя сам. Молодой. Горячий. Кровь кипит, да? А мне плевать. На. Леон чисто такой зарядил. Да, чел там имеет уже винстрик. Это плохо. Это очень и очень плохо. Свенчик, отлично. Ну, Свенчик... Ну, возможно, мне придется через драконов мага. Ой, драконов мага хотел. Драконов... А, понял. Спектра в двойку. Антимаг в двойку. Ясненько. Понятненько. Посмотрите, какие у него плохие предметы упали. Честно, шансы минимальны. У меня еще, прикиньте, Мамору всего лишь 4 раза апнулась. Очень плохо. Ситуация не то, что плохая, она ужасная. Она настолько ужасная, как только возможно. Да, у меня пока что есть хп, я смогу перестроиться. У меня есть еще 10 уровень. Но его перебить я вряд ли смог. Кстати, чел медальон нашел один. О, отлично. Так, наныл. Наныл усиление небольшое. Пока что наныл небольшое усиление. И я возьму сумку пандамена. Эта сумка даст мне огромные плюсы. У меня будет намного дешевле стоить фигура. Тем самым там какие-то, не знаю, будут приходить чены, эмы, свены, и я смогу дешевле их покупать, потому что они у меня есть на столе. В принципе, да. В общем, какие минусы игры на жрецах? И конкретно через жрицу света. У жрицы света... О боже, цвета хотел сказать. Хотя я и сказал. Короче, у жрицы света самый огромный минус это то, что она кидает свой отхил на вражеские фигуры. Извините меня, зачем мне отхил на вражеской фигуре? Логичнее было бы, чтобы она накидывала отхил на свою фигуру. Но разработчикам, по всей видимости, виднее, что им накидывать, и как им накидывать, и куда им накидывать. Вот плевать им абсолютно на то, как это должно работать. Они вот, знаете, поменяли способность, но у меня есть такое впечатление, что они не поменяли, как бы, куда бросать этот хил. То есть, механика осталась та же, когда надо накидывать на вражеские фигуры. Ой, кстати, меня охотники... Это плохо. Это очень плохо. И чел меня вынес здесь, на демонах. Это вдвойне плохо. Так, яичко. О, леший, это хорошо. Я не особо хочу юзать яйцо. Свенчик. Угу. Спектра, серьезно? Ладно, одно яйцо я заюзал. Я пока что поиграю через духов. Я уверен, что у меня... через духов, через жрецов. Я уверен, что мне через жрецов получится сыграть, поэтому я возьму и буду играть на жрецах. Вот буду и все. Сейчас многие на меня, думаю, смотрят такие... Да! Я хочу орать! Боже, еще и жрица в тройку пришла. Какое счастье! Ну чё, молодой, поиграл с рапирой, да? Поиграл с рапирой. Ну, бывает. Забрал я у тебя твою игрушку. Все, а вот теперь будь как обычный А, кстати, а где рапира? Аж должна была мне упасть. Не? Я что-то, походу, не знаю. Сколько троек? 4 тройки? Понял, принял. Ну, в принципе, у меня есть 3 жреца, которые, ну, по сути, тройки эти могут брать. Я чуть не понял, кому рапира упала? Он ее провтыкал, где рапира? Я его вынес на его столе.
Кстати, чел нашел себе медальон, это плохо. А вот и охотничек. Тот охотник, который меня вынес, да? Жрица, ну не спи, ну хиль. Ну вот смотрите, куда она свой хил кастанула. Вот зачем она туда кастанула свой хил? Как, ну, что этот хил сделает для меня сейчас здесь? Как ты меня, ну... Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я думаю, это полный... Как это культурно, можно сказать? Маморы осталось 2 уровня всего лишь. Скорее всего, я все равно эту Мамору заюзаю даже раньше, чем планируется. Намного раньше. Шесть хп за 2 баночки, в принципе, окей. Ровно половину восстановил. Ладно, давайте я поговорю о плюсах-минусах в конце этого ролика, потому что я не могу. У меня эмоции бьют через край. Я комментирую, играю, и мне надо влиться в катку немного, сосредоточиться на этой мысли. Но, в принципе, вы все сами видите. О, спектру стырил. Шикарно. Ой, а что там такое? Одеем. Одень антимаг. А что там антимаг будет сегодня? Вы просто посмотрите на этот отхил. Не смотрите. Меня Doom законтрил. Из-за того, что у него есть боги, он свой Doom кастовал несколько раз подряд и законтрил меня. Во-первых, он в жреца закинул Doom, а потом в жрицу света закинул Doom. Ну, бывает. Опа. Так, давай, 35-й раунд. 35-й раунд я поставлю 2 ченов и буду спамить. Буду спамить не по-детски. Давай. Пора начинать взрослые игры. И давай сейчас рефрешер, либо некромикон. Лучше, конечно, некромикон. Хотя, ну да, лучше некромикон. Некромикон будет в разы лучше, потому что у меня есть боги. У меня будет минимальная КД на этом чейн. Медуза в тройку. Не, ну... Если он использовал гнездо Маморы, я не обратил на это внимания, правда. Но если он использовал гнездо Маморы, то, в принципе, окей. Но если он не юзал гнездо Маморы... Я как-то, кстати, этот момент провтыкал, ребят. Если на записи будет видно, то скажите, он юзал гнездо Маморы или не юзал гнездо Маморы? Если юзал, то ок, вопросов нет. Но, по-моему, не юзал. Не помню. Ну ты... Серьезно? Я, ну, гнездо не апнулось и все. Ладно, надеемся на бога рандома, что сейчас мне придет Чен. Давай. Чен. Закон подлости. Ну ладно, не закон. Ладно, все, в принципе, итог есть, все. На самом деле, одного раунда не хватило, чтобы у меня Чен в тройку пришел. Я бы мог это потерпеть, перетерпеть, но нет, я этого делать не буду. Не буду, потому что надо уже так играть. Так, это тебе, вот так вот оставляем тебя на агро, пусть будешь. Ты суммонить сюда. Давай. А сейчас рефрешер. Рефрешер, давай. Рефрешер, молю. Давай. Ну, в принципе, цепочку возьму. Цепочка — это контроль. У меня будет немного больше времени, чтобы законтролить кого-либо, точнее, присуммонить кого-либо. Давай. Так, это... Свен в тройку. О май гад. Вот смотрите, почему я не взял именно рефрешер. Ну, не хотел именно, чтобы падал рефрешер. У меня минимальная КД на суммон Чена. Так, -1, первый пошел. Первый пошел АФК. Сейчас со вторым разберемся по-быстрому и поговорим в конце немного про боговождение. Все, тут 100% я беру топ-1. Или не беру? Или не беру? У меня вынес? Чего? Угу. В принципе, Doom это не ошибка. Леший, так, отлично, есть один леший. Я поставлю Doom. Сейчас объясню, почему я взял именно Doom. Doom минус отхил дает. Соответственно, он закинет в Медузу, она не сможет кастить. Да и, в принципе, любой отхил, который она там хотела бы заюзать, она не сможет ничего сделать. Знаете, я бы хотел сейчас пожаловаться на то, где мой леший в тройку, как бы, да? Но я не буду этого делать из-за того, что у меня есть Чен в тройку. Это многого стоит. Я думаю, это стоит нескольких леших. Чен в тройку, извините меня, это то, что...
Оу. Все, ГГ, медуза моя. Ну, серьезно? Я на 2 секунды раунд закончил. Я на 2 секунды раньше раунд закончил. Ты должна была сдохнуть. А, ну ты так сдохла. Принимаем серьезный вид. Знаете, ребят, я ни грамма не сомневался в том, что выиграю эту игру. Все, у меня боги жрецы, ладно, на самом деле я сомневался. Я до последнего думал, что его медуза сможет меня вынести, потому что в предыдущем раунде она меня каким-то образом вынесла. Ладно, я обещал, что в конце ролика я с вами буду обсуждать то, какие минусы и плюсы вот игры на богах-жрецах. Первый и самый главный минус — жрицы света. Она сейчас очень сильный персонаж. Вот реально супер мощный. Это как тренд 2 патча назад, который хилил невменяемое количество хп, почти нереально было перебить. Собирайте богов, собирайте тренда, собирайте эту жрицу. В двойку она уже хилит как песня. Самый главный ее минус. Минус... Она кидает свой хил на врагов. Зачем разработчики так и сделали, непонятно. Скорее всего, идея была такова. Они брали этот отхил, просто поменяли способность, что она дает хилить, и кидает на вражеских противников. Уверен, что в ближайшие патчи это пофиксится. Вот не знаю почему, я уверен, что это баг. И я уверен, что так работать не должно. Не должно, и все. Я уверен, что они просто взяли, поменяли способности, она также самая юзается на врагов, хотя должна юзаться на союзников. Почему-то я в этом уверен. Но давайте так, что думаете вы по поводу этого отхила в комментариях? Как по мне, это слишком имбалансная способность. Да, она оверсильная, даже не то, что слишком имбалансная. Тяжело реализовать, и в принципе, как жрица света тяжело, но это предыдущий тренд. Я думаю, отхил ей будут нерфить. Вот почему-то мне жестко кажется, что отхил ей будут нерфить. Это такой самый главный момент. И на богах-жрецах играть как бы круто, сильно. Даже если против вас будут контрпики какие-то, то будет все равно сильно играть. Во-первых, если есть гнездовое море, и вам ранний орк-жрец упал, Чен, закидывайте его в Мамору, к 20-му, к 25-му раунду получаете его в тройку, закидываете ему все на суммон, убиваете одну фигуру, суммоните в тройку фигуру и начинаете разваливать все. Самый главный предмет — это рок войны, рефрешер, некромикон. Все, что вам надо на этого Чена. Все, вы будете уже испепелять всех. Ну, минусы тоже, соответственно, есть. Но благодаря вот этой жрице, благодаря этому жрецу в тройку, который есть, и вот трента просто подкидываете, у вас нереально много отхила с минимальным КД, и вас почти никто не может вынести. Брать взгляд Азеса никто целенаправленно против вас не будет. Потому что слишком дорого. Но только если вы, наверное, 1 на 1 останетесь, если там будет слишком мощный керри, тогда да. Но и еще такой жесткий минус — это все-таки жрецов. Это медальон первого тира. Ну, а в принципе, во всех остальных это очень круто играется. Очень круто играется. Ну, вы сами видели результат. И, кстати, мало кто об этом знает, но если против вас играют шаманы, то шаманы, когда перевоплотятся, скинется контроль. Мало кто знает про ТБшку. Если против вас играет ТБшка, то, соответственно, когда он перевоплощается, он скидывает контроль. То есть контроль именно жрецов. И еще один самый жесткий минус, но это уже разработчиков минус самый жесткий, потому что они, не буду показывать, не буду говорить, но они немножко не в игре. Они, ну, не то, что не немножко. Вот знаете, вот есть как... Идете прямо, а им надо налево. Вот не знаю, зачем им туда. Вот просто идут. Вот столб есть, а вот дорожка. Они пойдут в столб, а не по дорожке, не по тропинке. Вот лестница, они будут запрыгивать, они будут карабкаться с чем-то. Не по лестнице причем. Люди умеют ходить, они будут ползать. Как-то так. Вот не знаю, зачем. Ну, короче. Самый жесткий минус — это то, что в конце матча, если остается там 2-3 секунды, то вот игра посчитает, что они вышли из-под контроля. Вот эти вот 2-3 секунды, когда вы уже их выиграли, они выйдут из этого под контроля. Вот остается, вот смотрите, вы вынесли всех, да, и остались у вас подконтрольные юниты на 2-3 секунды раньше. То есть, ну, еще 2-3 секунды у вас в запасе есть. Это можно элементарно проследить в левом верхнем углу экрана, сколько секунд у вас остается. Не раз замечал, что я на 55-й, на 56-й секунде заканчивал раунд, но тем не менее, игра продолжала отсчитывать эти секунды, и они выходили из-под контроля и начинали месить меня. Спасибо. Ну, я, в принципе, ну, это тупизм. Лютый тупизм. В общем, не передать словами.
Все, я думаю, все такое самое важное я сказал. Если что-то, кто играет очень часто на богах-жрецах, потому что это моя вторая игра на богах-жрецах, не буду лукавить. Первую игру я сыграл, но там жестко неудачно. Короче, не суть подробности, топ-4 занял, и все, вот вкратце. Ну, я думаю, все прекрасно понимают, что там было. А это моя вторая игра на богах-жрецах. Я считаю, это круто. Результат очевиден вот на глазах. Вторая игра, всего лишь вторая игра. Я уверен, что если сыграю пару каток, то будет вообще развал кабинета. И уверен, что если этот ролик соберет много просмотров и много лайков, то ждите в ближайшем будущем кучу богов-жрецов через эту богиню. Как было с Трентом, как было с антимагом и есть с антимагом. И, соответственно, охотники. Я думаю, это такой сейчас будет лютый тренд, что прям аж мурашки по коже. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Я хочу напомнить, 50 лайков под этим роликом, и я буду реализовать Dragon Knight. Это будет прям песня. Так что, ребят, все зависит от вас, если хотите это увидеть. И всем огромное спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на мои каналы, на YouTube и на Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!